Всем привет! С вами Рыжие Будни, и сегодня я приготовлю котлеты по особому рецепту, после которого котлеты не оставляют неприятного запаха в холодильнике. У меня уже имеется 1 килограмм готового свиного фарша. Не из расчета на этого я беру примерно 150-200 грамм хлеба. Режу его на куски поменьше и заливаю обычной простой водой. Даю ему раскиснуть. Еще мне понадобятся 2 вот такие луковицы. Вот тут и происходит весь секрет. Дело в том, что неприятный запах от котлет происходит из-за сырого лука, а именно из-за реакции сока лука с мясом. И поэтому я делаю небольшую хитрость. Нарезаю лук вот такими кольцами в сантиметр толщиной. На огне больше среднего наливаю 2-3 столовые ложки растительного масла. Беру, очень быстренько обжариваю лук. Беру, обжариваю лук буквально 2-3 минуты с каждой стороны. Довел лук до такого вот состояния и выкладываю со сковороды. Поверьте, эти 5 минут у вас много времени не займут, а эффект будет колоссальный. Неприятный запах от котлет будет отсутствовать совсем. Теперь все элементарно и просто. Отжимаю воду с хлебом и теперь перекручиваю хлеб и лук в свой фарш. Начинаю с лука. На килограмм фарша ложу 1,5 чайной ложки соли, 1/3 черного молотого, чайную ложку сухого чеснока и чайную ложку приправки 10 овощей. Теперь беру и тщательно все это перемешиваю. Яйцо я не добавляю, за них котлеты становятся чуть-чуть жестче. А вот воды 100 грамм нужно добавить. И тогда котлеты получатся сочнейшими. Фарш нужно слегка отбить. Чтобы водичка попала как можно глубже в мясо. И тогда будут очень сочные котлеты. Теперь беру фарша, чуть больше куриного яйца. Вы уже размер котлет выбираете сами. Леплю такие вот котлетосы и складываю их рядом. Пока я леплю котлеты, а вы не поленитесь, подпишитесь, поставьте лайки и колокольчик. Итак, получилось у меня 17 котлет, которые я жарю на огне чуть ниже среднего. Когда жарю первую сторону, накрываю крышкой и жарю приблизительно 8 минут. Спустя 8 минут переворачиваю. С обратной стороны жарю тоже 8 минут. Жарю, казалось бы, котлеты, запах должен стоять на всю квартиру. Но даже на кухне нет ярко выраженного запаха котлет. Вот такие красивые сочные котлеты без явного специфического запаха котлет у меня получились. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Быть добру, всем пока.